Всем привет! С вами снова я, Пых, и канал о жизни и работе в Японии. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами поговорим о мобильной связи в Японии, о дешевых и дорогих мобильных операторах, о дешевых и дорогих смартфонах, о бесплатных смартфонах. Да, такие в Японии тоже есть. И я вам скажу об одном из лучших, на мой взгляд, мобильных операторов на сегодняшний день, потому что я им пользуюсь. Это первая причина, почему он лучше. А вторая, это то, что 96% пользователей данного оператора испытывают полную удовлетворенность данным оператором, его тарифами и вообще услугам, которые он предоставляет. До недавнего времени в Японии было всего 3 основных оператора мобильной связи. Как до недавнего времени? То есть до того момента, как я приехал в Японию. 10-11 лет назад было 3 основных кита. Это Docomo, SoftBank и EU. Причем все эти 3 оператора не очень лояльно относились к иностранцам. Рассказываю на своем примере, когда я приехал в Японию, пошел я покупать себе сим-карту. Причем на тот момент, кстати, была важная особенность, запомните это. Если вы хотели приобрести только сим-карту, то есть заключить контракт с тем или иным оператором, вам необходимо нужно было покупать самый дешевый аппарат, то есть, например, либо раскладушку какую-нибудь там, да, мобильник, либо смартфон. И, то есть, сейчас, например, да, вы можете просто ввести сим-карту, вам не нужно покупать аппарат. Тогда это было невозможно. И вот я пришел в Docomo, где меня, по сути сказать, можно на входе уже развернули, потому что сказали, иностранцу мы оформлять ничего не будем. Это не какой-то, да, там, наверное, расизм, кто-то скажет, либо дискриминация. Это нежелание было работать с иностранцем. Причем это не чисто компания, а, скорее всего, наверное, конкретного данного офиса. Далее я пошел в EU, где девушка согласилась мне оформить контракт. Мы начали все оформлять, и даже выбрал уже себе мобильный телефон. И тут пришел ее непосредственно начальник, проверить документы, в правильности ли она все заполнила, и сказал, что нет, извините, мы вам ничего оформлять не будем. Вот это вот все время, что я потратил, там получается порядка часа, да, это в никуда, соответственно, мне пришлось уходить ни с чем. И я, если честно, уже расстроился, думал, что я не смогу себе приобрести, да, мобильный телефон, не смогу сделать контракт. А хотелось это все сделать, поэтому я спросил учителя в языковой школе, и он мне посоветовал пойти в SoftBank. На тот момент, кстати, это одна из первых компаний, которая на самом деле, знаете, наверное, более всего лояльно относилась к иностранцам, как сказать, иностранцы welcome, да, и одна из первых компаний, которая начала привозить официально айфоны в Японию. На тот момент это был iPhone 4. Я, кстати, у них же его и купил. И вот я поехал на Сибуя, да, мне подсказали, Сибуя, офис большой, где есть немало сотрудников иностранцев, которые оформляют договора. И там парень, по-моему, Пакистан, что ли, или Индия, он оформил договор, купил свою первую складушечку красного цвета. Кстати, довольно-таки обалденная вещь была, потому что у него, получается, открываете, да, разворачиваете так вот экранчик, и можно смотреть как телевизор, можно смотреть различные сайты, то же самое, да, там видеохостинги. Очень удобно было. Купил я, если не ошибаюсь, за 35 тысяч йен. Вообще, если говорить о SoftBank, то я не особо рекомендую на сегодняшний момент данную компанию, потому что у них очень такой грязный подход к клиентам. Зачастую они не сообщают о том, что та или иная услуга отменена, контракт изменился, например, то есть, да, скидки, которые были, в следующем месяце не переходят, из-за чего, например, вы платите сначала 5-6 тысяч в месяц, а затем у вас резко поднимается до 10-15 тысяч в месяц. И это был одним из поводов, наверное, тому, что я после того, как женился, перешел с SoftBank на EU. Стоит, наверное, подробно сказать о том, как я переходил с SoftBank на EU, потому что на тот момент, скажем так, не в срок, если вы расторгаете контракт, вам нужно платить неустойку за расторжение контракта. И у меня это было 16 500, почти 17 тысяч йен. Большая сумма. На сегодняшний момент она стала очень маленькой. У ряда операторов это 10 тысяч йен. Если вы переходите на другого оператора, в тот период, когда у вас еще вы можете, да, бесплатно расторгнуть контракт. И некоторые даже стало 1000 йен, либо вообще бесплатно. То же самое, кстати, EU. При переходе на EU я получил варибики, это скидки, да, причем у EU очень большая система казокувари, это скидка для семьи. То есть, например, если вы на одном операторе, у вас, допустим, вы, жена, ваши дети, например, да, родители, то все это в сумме дает порой до 5-6 тысяч йен скидок в месяц, и плюс еще бесплатные минуты, например, между вот этими абонентами, которые включены в статус вашей семьи. Поэтому очень-очень хорошо. Но EU на тот момент я платил довольно-таки немало денежных средств. Дорогой оператор, скажем сразу, потому что в среднем у него получается порядка 6-7 тысяч йен в месяц чисто за вот, тариф. Причем важная особенность, да, японских операторов то, что сейчас хотя появились, но
в основном у многих большая абонентская плата. То есть даже если вы не пользуетесь, да, телефоном, допустим, уехали на родину на пару месяцев, то вы придется вам платить довольно-таки неслабые суммы, что не очень хорошо. Так вот, например, если говорить о мне, то я платил в месяц на EU за 2 телефона своей жены за Wi-Fi в сумме порядка $200. Максимум у меня даже был пиковый, не очень приятный стать момент, когда я платил $220 в месяц. Поэтому я решил соскочить и уйти на дешевого оператора. Что касаемо дешевых операторов в Японии, то они есть, я вам сказал, да, появились бюджетные операторы, так называемые Gekiyasu. При этом, если говорить о том, что было 10 лет назад и сейчас, то на тот момент было порядка 3 операторов основных, сейчас же более 20, некоторые даже сайты называют более 30 различных операторов. И тут есть такое замануха, то, что те же самые EU, Docomo и SoftBank, они создали свои дочерние фирмы, назвали их другими именами, естественно, и предлагают под их именами более дешевые тарифы, да, более дешевый оператор, но при этом, скажем так, качество услуг не очень, качество сети тоже не очень, и по сути вы нигде практически не получаете безлимитный интернет, что есть очень важно для многих, да, например, у меня безлимитный интернет, потому что я пользуюсь смартфоном очень часто и на работе, когда я езжу, да, мне нужно искать маршрут до объекта в поездах, маршрут поезда и прочее, то есть то же самое YouTube и все. То есть у меня в месяц выходит, наверное, порядка 120-130 гигабайт чисто на мобильном телефоне я использую интернета. И, кстати, благодаря новому оператору, который я чуть позже расскажу, мне удалось сэкономить на Wi-Fi, я его просто взял и обрубил. Нужно сделать, наверное, немножко такую ремарку, да, сказать того, как подключаться к тому или иному оператору. В прошлом видео я вам рассказывал о том, какие шаги вы должны сделать для того, чтобы адаптироваться в Японии в первые дни. У вас после просмотра данного видео, думаю, есть уже на руках карточка иностранца, у вас есть страховой полис, у вас есть счет в банке. Минимум, то есть то, что у вас должен быть. Ну, и если вы захотели, вы можете сделать еще и печать, да, печать. Вопрос, который мне появились, да, то есть если я пошел в банк и у меня нет номера телефона, а его требуют, вы можете смело указать номер телефона школы. Подходит не мобильный телефон, подходит стационарный телефон, это нормально. Что касаемо карточки иностранца, да, мне спрашивали, если вы прилетаете не в 4 аэропорта, которых вам дают по прилету, это Ханеда, Нарида, Чусу, уже не помню, и Кансай, то получается таким образом, что... Чубу, вспомнил, Чубу. Так вот, получается, что ваша карточка иностранца, в зависимости от префектуры и деятельности мэрии, будет либо вам выслана уже на дом, либо вам нужно самому идти в мэрию. Я вам рекомендую идти сразу в мэрию, потому что так будет проще, и вы заодно уже сможете оформить себе страховой медицинский полис. Да? И третий момент касаемо печати. Печать требует в банке, где-то не требует. То есть здесь, наверное, 50 на 50 получается такой момент. Ну, скажу вам честно, вот я несколько раз уже недавно открывал, да, счета. Если вы открываете онлайн, то зачастую не требуется, если вам хватит знания японского языка. Но есть сайты, где, например, есть и на английском языке. Поэтому, в принципе, печать вам не понадобится. Если идете напрямую, то во многих местах он тоже не требуется. Например, из последних, то, что я ходил, да, вот Синсей Гинка, ну, говорят, что с этого не открывает. Либо Мидзухо, там мне печать не требовали, поэтому можете попробовать. Единственное, что, да, конечно, скажут, вот, сказал, что печать нужна, пришел, печать нужна. Пробуйте, потому что правила порой меняются, и, к сожалению, то есть я не могу угадать деятельность того или иного банка в конкретный момент, к сожалению, поэтому имейте это тоже в виду. Вот, вы пришли подключаться, соответственно, у вас есть все это. Что касаемо оплаты за мобильный телефон, в Японии есть два всего способа на сегодняшний момент. Это фурикоми, то есть это с вашего банковского счета будет сниматься, поэтому нужна карточка банковская, либо, то есть кашикада, либо книжка банковская, которую вы получите. То есть вам нужны данные вашего счета в банке. Либо это кредитная или дебетная карточка, дебетовая карточка. Все остального нету. То есть, например, EU тот же самый, да, который я был, он отказался уже от платы наличными. То есть в том случае вы можете платить только если вы, например, просрочили плату, например, со счета вас хотели снять, а у вас там не оказалось денег, то вам придет платежка, да, на дом, либо вы можете пойти в офис платить. Но при подключении, да, то есть если вы будете заключать договор, вам обязательно нужно либо иметь счет в банке, либо кредитную карточку, но кредитная карточка, скажем так, отечественного производства, да, российская, белорусская, украинская, во многих местах не принимается, к сожалению, поэтому имейте это в виду. Лучше, да, сделать счет в банке японском, так вам, скажем так, меньше шансов, что вам откажут в оформлении контракта, и вы сможете купить тоже сим-карту, например, ну или сим-карту и смартфон, если вам так и захотелось. Далее, дорогие друзья, мы переходим к теме смартфонов и оператора, на котором я сижу. Сейчас я достану свой смартфон. Вот он у меня.
iPhone 12 Pro Max. И я вам расскажу о том операторе, на котором я нахожусь сейчас конкретно. Это оператор, возможно, кто-то уже знает, Rakuten Mobile. Хороший оператор, дешевый оператор, я вам его советую, причем в отличие от ряда блогеров, которые говорят, что вот подключился, потом разочаровался, причем не только русскоязычные, есть и англоязычные, и японцы тоже, есть немало видео на данную тему. Оператор молодой, да, там, по-моему, порядка 2-3 лет всего на рынке, но он себя зарекомендовал в лучшей стороне, потому что вы получаете много скидок, вы получаете различные бонусы, вы также получаете хорошую связь, потому что Rakuten Mobile берет вышки и сеть У и Ю, причем порой ловит лучше Ю. Был у меня случай, мы поехали на работу, работали мы в подвале, это почти 2 этажа вниз было, и у меня телефон ловил, у моего напарника, у него Ю телефон не ловил, он показал ему, сеть умерла, поэтому нормальный оператор и дешевый, на самом деле очень дешевый. И важная особенность данного оператора в том, что у него нет абонентской платы, в отличие от других операторов. Большинство операторов имеют абонентскую связь, сейчас их мало, которые нету. Я не говорю про Пипедовые, другие там, которые ищут на иностранных языках, потому что я не знаю английского языка. Я все ищу в гугле чисто на японском, и то, что мне выдает основные сайты, да, операторов без абонентской платы японских мало, реально мало. И Rakuten Mobile, да, вот то, что я сейчас буду рассказывать, один из них. Что касаемо, чтобы вы понимали, цены, да, за телефон Rakuten Mobile. Абонентской платы, как я сказал, уже нету. Сейчас я найду вам. Итак, абонентской платы нету. Если вы не используете телефон, то, соответственно, ничего не платите. Если у вас дата данные, то есть до 3 гигабайт, то вы платите 980 йен, и вместе с налогом получается у вас 1078 йен. Дешево, не правда? Далее, если вы платите, используете от 3 гигабайт до 20 гигабайт, то поднимается ценник, и вы будете платить уже 2178 йен с учетом налогов. И если вы уходите в безлимитку, а это безлимитный интернет, кстати, Rakuten Mobile, что мне очень нравится, используйте сколько хотите, при этом нет никаких ограничений по скорости. Многих, кстати, да, дешевых операторов, так называемых гекиясу, если вы в течение, например, 3 дней уходите больше 10 гигабайт расходуете, то он начинает снижать скорость, и по сути, Wi-Fi, кстати, тоже такое бывает. По сути, вы не сможете использовать мобильный интернет, потому что, ну, по сути, не фурычит, когда снижается скорость. Я пробовал это, я видел это. YouTube не грузит, различные соцсети тоже не грузит, поэтому, ну, смысла в этом нету. А у Rakuten Mobile, кстати, да, ничего этого нету. И последний, то есть больше 2 гигабайт, 200 гигабайт, да, что вы ушли, вы будете платить 3278 йен в месяц. Это безлимитка, причем платите вы, да, сколько бы вы ни использовали. И если, например, вы хотите много звонить, например, звонки до 10 минут на один номер, то вы можете сделать еще как и Ходай. Это пакет услуг, да, платный, 1000 йен, то есть в общей сложности вы будете платить, получается, 4300 йен, грубо говоря, да, но вы можете звонить до 10 минут на любого оператора, на мобильный телефон, на домашний телефон, и короткие сообщения. Вы можете их отсылать сколько угодно. Если этого нет, то там, получается, короткие сообщения довольно-таки дорогие, кстати, за одно сообщение, по-моему, 3-4 йена. Ну, в принципе, я думаю, мало кому это понадобится, потому что есть Telegram, есть WhatsApp и так далее, и так далее. И это есть, кстати, у Rakuten Mobile тоже, есть так называемый API Rakuten Link, по сути, это Viber, WhatsApp, 2 в одном, вы с него можете звонить, причем это будет по стране вам бесплатно, что очень-очень удобно, что я тоже часто пользуюсь. И давайте, дорогие друзья, мы с вами перейдем непосредственно к Rakuten Mobile, его смартфонам, линейки, я вам покажу дорогие, дешевые и бесплатные смартфоны, о том, что я вам сказал в начале видео. Итак, ищем мы Rakuten Mobile. Нашли. Переходим в его продукцию. Вот видите, есть айфоны, есть часы, да, есть ракутеновские андроиды, то есть свои, и андроиды других фирм. Ну, давайте сначала посмотрим, наверное, андроиды других фирм, которые предоставляет нам Rakuten Mobile. Как видите, Oppo. Если честно, я не знаю, это, наверное, Китай какой-то, не знаю про эти смартфоны. Oppo. Далее у нас есть Aquos. Aquos это, если не ошибаюсь, по-моему, Sharp. Aquos. И Xperia, это Sony. Как вы видите, то есть, если вы вместе с контрактом оформляете, то данный телефон вы, как если переходите от другого оператора, в 20 тысяч йен вы получаете скидку, например, в данный момент, да, Xperia. Видите, различные цвета есть, да. Красный, кстати, красный получается или розовый.
красный, да. И в лучшем случае, то есть получается до 30 тысяч скидок, то есть телефон у вас будет стоить уже 16 800. Если на год, то 1950 йен в месяц, если на 2 года, то 975 йен. Но я не об этом хотел сказать, кстати, да, о дешевых смартфонах, о бесплатных. Вот видите, вот он, пожалуйста, Aquos, да, 4800 будет со скидками, довольно-таки дешево. Вот, пожалуйста, Oppo. Видите, цена у него 15 тысяч, 1 йена, но если переходить к Rakuten, то вы получаете скидки и, соответственно, будет 0, бесплатно, то, что я вам хотел сказать. И если нет, то видите, получается 24 за 2 года 625 йен. Ну это мало, это реально мало. Давайте посмотрим еще и на смартфоны от Rakuten, она представляет, есть они. По дизайну, по-моему, неплохие такие, да, тоже видите, вот скидочки неплохие. Вот, пожалуйста, да, Rakuten Hand. Цена 0 йен. И здесь, наверное, важный момент, хотел вам сказать о айфонах. Вообще, айфоны в Японии очень хорошо покупать тем, что они дешевле, чем в ряде стран мира, дешевле, чем в России, Беларуси, в быстрых странах СНГ. И есть программа Stadori, которая позволяет вам каждый год даже менять ваш iPhone и получать новую модель, причем за копейки, по сути. Ну вот, смотрите, видите, есть iPhone 13 Pro Max, 130, самая дешевая модель получается 135 тысяч йен, да? На 128 гигабайт, да? Давайте возьмем 256. 256 будет 146 800 йен на 4 года получается. Ну вот видите, Stadori получается программа, вместо 146 тысяч вы будете платить всего 73 392 йены. Причем, если на 2 года, то получается в месяц 3058 йен. Что это такое? То есть, вот, допустим, вы заключили контракт, 2 года попользовались, вышла новая модель, вы ее покупаете, старую вы отдаете. Ну, немало тех, кто захочет сделать. Японцы, кстати, часто не меняют, им это не нужно. Я вижу ребят, которые с 4-ми даже айфонами ходят. У меня, вот, да, 12 вы видели. Ну вот, это очень круто, это очень удобно, реально. Вот, что мне нравится, кстати, у японских операторов, это вот такие вот скидочки. Вот, кстати, мой iPhone 12, да, iPhone 12 Pro Max, 122 800 йен. Но покупал я его в EU. Что касаемо смартфонов, если вы приехали, да, привезли свой аппарат, что работает, что нет. Конкретно могу сказать, что работает, это айфоны, они же фонки, как я их называю, они работают в японских сетях спокойно, вы можете привезти свой аппарат, он будет фурычить, да. Что касаемо смартфонов на андроиде, то тут не все так просто. Реально немало ребят, которые с этим парились, потому что приехали, да, купили сим-карту, вставили, не работает. Немало моделей, которые не поддерживают японские сети, к сожалению, там может что-то прошивать, надо что-то переделывать. Но поэтому я вам рекомендую, либо если у вас есть iPhone, конечно, iPhone, если у вас вам хочется Android, то приобрести новый, вы видели, да, блин, то же самое Rakuten Mobile, бесплатный, по сути бесплатный, потому что, да, он стоит там 30 тысяч йен, с скидками получаете, по сути, за нолик, что тоже неплохо. Я думаю, немало тех, кто особо не заморачивается, наверное, да, с аппаратом, главное, чтобы работал, поэтому берите и, в принципе, будете довольны. Мобильный телефон, как таковой, вот эти вот раскладушки, все прекращается. В Японии есть, если вы увидите, да, в метро кто пользуется, это старые модели, которые уже многие перестают поддерживаться рядом мобильных операторов. Более того, в среднем такая раскладушка вам может обойтись, если хотите купить новую, если вы найдете, порядка 60 тысяч йен. Зачем тратить 60 тысяч йен, когда можно купить смартфон за 10 тысяч йен, за 20 тысяч йен? Есть так называемые для пожилых, да, граждан смартфоны, которые простые, да, там Rakuten, по-моему, называется. Они вообще сейчас по разным программам даром, то есть не нужны никакие скидки, то есть если пришел подключаться, да, у тебя возраст там 65 и старше, смартфон по сути как в подарок, поэтому тоже очень удобно. И я думаю, если приедете в Японию, вы заметите, что все со смартфонами, те, кто использует, еще раз, да, мобильный телефон, эти раскладушечки, по сути, раскладушки остались, это те, кто получили их либо на работе, либо старые модели, которые постепенно не поддерживаются. Вот у меня на работе, кстати, да, с кем я работаю, японец, только у одного одна раскладушка, причем он сказал, что вот пришло ему сообщение от оператора, что к концу данного года перестает поддерживаться, поэтому приходите, меняйте на смартфон, а иначе вы останетесь без связи. Дорогие друзья, товарищи, други, вот такое, наверное, немножко длинное видео о мобильной связи, мобильных операторах, дешевых мобильных телефонах в Японии.
Не смог я сказать, наверное, все, что хотел вам, потому что об этом, наверное, стоит очень много говорить. Поэтому, если какие-то вопросы, то задавайте, пишите в комментариях. Если будет то, о чем я не сказал, и немало одинаковых вопросов, я сделаю отдельное видео на данную тему, постараюсь вам ответить на те или иные вопросы, чтобы поставить, наверное, точку над «и» в данном вопросе, и вы были более подкованы в данном вопросе, чем другие, кто не посмотрел данное видео. У меня на сегодня все. Я желаю вам удачи, не болейте. С вами был Пых. До скорой встречи.